Здравствуйте, меня зовут Марина Фалилеева. Я обладаю сверхспособностями ума, которые позволяют мне видеть прошлое, будущее, настоящее и отвечать четко и ясно на вопросы. И также я пишу песни и пою. Сегодня я расскажу вам, что ждет наш мир в 2020 году. 2020 год будет удивительным и переломным в жизни всего человечества. Именно в этом году человечеству предстоит стать единым целым. Старая жизнь у нас у всех с вами закончилась, оказывается, 31 декабря 2018 года. И с 1 января 2019 года мы вступили все в новую жизненную эпоху, которая поменяет жизнь. Это касается как всего мира в целом, всех людей планеты Земля, так и в жизни индивидуальной каждого человека. Это время разрешения всех проблем. Сразу говорю честно, проблемы будут разрешаться очень своеобразно. Сначала будет сложный замкнутый круг, но в конечном счете все будет разрешимо. Поэтому, когда будете сталкиваться с трудностями, помните, что они все разрешимы, преодолимы. Вот эта эпоха у нас продлится 3 года. 2019 он уже у нас прожит, 2020 2021 года. Все, что надежное, независимо от нашей воли, во всех сферах жизни, делах, работе, личной жизни, друзей, общения, окружения, материального плана, духовного плана, всего это касается. Вот. Независимо от нашей воли будет меняться обязательно на ступеньку вверх. Все, что ненадежное, будет меняться на ступеньку вниз, разочаровывать и уходить. Поэтому, если что-то будет уходить, то это все явление уходящее, не стоит об этом сожалеть. Первое полугодие, которое длится с 1 января 2020 года по 30 июня, оно будет еще сложным, еще будут тупиковые такие моменты и сложности. Но со второй половины 2020 года, оно начинается с 1 июля, все человечество вступит в период осуществления надежд и желаний. Этот период продлится 2,5 года. Это перемены. Вторая половина 2020 года, которая начинается с 1 июля и идет по 31 декабря. Весь 2021 и 2022 года. 2020 год, он будет немного нервным для нас всех, поэтому очень важно в этом году беречь здоровье, укреплять нервную систему, иммунитет. Очень-очень важно. Помните, что все трудности, какие будут возникать в жизни, они все в конечном счете будут разрешимы. Не падайте духом. Так как мы вступим в период осуществления надежд и желаний, то в течение 2,5 лет, второй половины 2020, 2021 года и 2022, я очень надеюсь, будут разрешаться самые сложные, трудные и неразрешимые моменты, какие сейчас присутствуют в мире и в каждой стране тоже в целом. Дети, рожденные в 2020 году, будут добрыми, умными, талантливыми и будут иметь склонность к творчеству. Поэтому родителям очень важно будет наблюдать за своими детьми и в дальнейшем развивать их таланты и способности. Также они будут заботливыми, переживательными и благородными, немножко вредными, стервозными и вспыльчивыми, но отходчивыми. Поэтому год мыши для рождения нового поколения детей очень благоприятен. Семьи, созданные в 2020 году, будут надежными только при наличии взаимной поддержки друг друга, преодоления всех сложных моментов, которые могут возникнуть в первые годы совместной жизни. Поэтому молодоженам желаю терпения, мудрости и сдержанности. Тогда у вас брак будет крепким, а все самые сложные моменты, которые в жизни будут возникать, все будут преодолеваться. Ну, а надежды и желания, конечно, ваши будут сбываться. Год мыши в этом плане тоже очень благоприятен. А теперь хотелось бы ответить на конкретные вопросы, которые, думаю, что волнуют всех. Так как я предсказываю все четко и ясно, мои сверхспособности позволяют это увидеть. Все, что я вам говорила и говорю сейчас, это только на основе того, что я увидела. Коронавирус, который сейчас охватывает все большее количество людей и разные страны мира, в этом году постепенно отступит и должен сойти до минимума.
Полноценную вакцину изобретут. У ученых будет много трудных моментов и препятствий, но они все будут преодолены. Это очень радует. Я также посмотрела и увидела, почему такое большое количество людей заражаются этим вирусом. Так вот, одной из причин такого быстрого заражения все-таки является ослабленная нервная система. Ослабленная нервная система – это не обязательно, когда человек бывает раздражительным. Это переутомленный организм от большого количества работы, и это разные сложные, трудные жизненные ситуации, которые преодолевают люди. И они, естественно, откладываются в переживаниях у человека. От этого нервная система ослабевает. Поэтому очень важно принимать меры по лечению нервной системы, укреплению, пить витамины, чаще бывать на свежем воздухе и стараться обязательно смотреть какие-то программы, фильмы, которые приносят радость и вдохновение. Также еще хотелось бы охватить несколько вопросов, которые, я думаю, что волнуют всех нас. Санкции. Санкции отменятся. А люди, которые организовали эти санкции, сами будут проходить период испытания. Я, знаете, пользуясь вот этими способностями своими, все-таки хотела узнать, а вообще войны на Земле закончатся или нет? Так вот, я посмотрела и увидела, что войны все-таки закончатся. Войны раздувают стервозные, очень мелкие, очень сложные люди, которым ничего не доказать, все у них виноваты. Но думаю, что жизненные испытания, которые будут проходить они обязательно будут проходить, потому что время такое наступило, эпоха такая, особенно с июля пойдет такое время. Вот, их будут останавливать. Ну, еще, конечно, хотелось бы узнать, все-таки улучшится ли наш климат. Технологии по очистке воздуха, который загрязнен сейчас на данный момент на планете и вызывает парниковый эффект, будут изобретены. И меры будут приняты, и воздух планеты все-таки станет лучше, и климат постепенно, но начнет улучшаться. Это тоже очень радует. Еще бы хотелось ответить на такой вопрос, который, я думаю, волнует всех. Это глобальное потепление климата. Бытуют очень противоречивые мнения. Одни люди считают, что деятельность человека влияет на потепление. Есть люди, которые считают, что не влияет. Так вот, реальность такова, что и правда такова, что все-таки влияет. Я посмотрела, и ухудшает состояние нашей атмосферы, вызывая все-таки глобальное потепление. Воздух наш очистится. Это очень радует. Не зря же мы с вами вступили в период разрешения всех самых сложных и трудных моментов и задач. Трудный период, который переживает сейчас страна Россия, тоже закончится. И вот этот замкнутый круг, в котором мы сейчас живем, замкнутый круг бесконечных трудностей, тоже закончится. Вы знаете, я посмотрела и увидела, что это все-таки было предопределено свыше и дано нам судьбой для того, чтобы мы научились находить выход из самых трудных, сложных и порой тупиковых ситуаций. И Россия впереди выберется из этого болота, в котором сейчас живет. Это очень радует. Также разные сложные моменты, которые сейчас происходят во всех странах мира. Все-таки мы являемся единым целым, мы живем на одной планете Земля. Они тоже закончатся и тоже будут преодолены. И это очень радует. Я заглянула немного дальше и увидела, что в 2020 году человечество станет единым целым, а в 2021 году человечество станет одной семьей. Видимо, будут происходить какие-то удивительные события, которые этому будут благоприятствовать. Это очень уникальное, удивительное время. Оно нас ждет впереди. В этом году я вам всем желаю счастья, здоровья, вдохновения, радости. Любите быть любимыми. Помните
Если какие-то сложные моменты будут возникать, они будут все преодолеваться. Пусть радость и оптимизм всегда будут с вами. Еще хотела бы предложить вам послушать мои песни, которые написаны также на основе сверхспособностей. Музыка возникает в голове, а потом уже слова пишутся. Все это основано на истине любви к людям и добре. Моя жизнь вообще вся построена на любви к людям и на правде. Бог дает такую возможность. Пусть мои песни вам подарят прекрасное настроение. Будьте счастливы.